В 2007 году в городе Алейске в Алтайском крае родился гигантский ребенок весом почти 8 килограмм. Мать с отцом назвали дочь Надей, а журналисты окрестили ее девочкой-богатырем. И не зря, ведь официально ее признали самым крупным новорожденным в России. Этой осенью Надежде Халиной исполнилось 16 лет. Надя стала 12-м ребенком у супругов Татьяны и Виктора Халиных. Всего в семье воспитывались 4 мальчика и 8 девочек. Некоторые СМИ писали, что якобы каждый последующий ребенок рождался больше предыдущего, это неправда. Однако факт в том, что все были довольно крупными при появлении на свет, не меньше 4800 граммов. Старшая в семье Дарья вспоминает, что беременность Нади у мамы протекала как обычно. Токсикозом она не мучилась. Живот, конечно, был огромный, и перед родами Татьяне Халиной было уже сложно передвигаться. По финальному УЗИ стало понятно, что девочка будет крупненькой, но чтобы настолько. Несмотря на внушительные размеры детей, Татьяна всех родила сама. В случае с Надей она тоже была нацелена обойтись без операции, но все же 21 сентября 2007 года ее прокесарили. Размер малышки шокировал всех и родителей, и медиков. «Помню, как раз папа на обед вернулся домой, а я чистила картошку», вспоминает Дарья Куцепал, старшая дочь Халиных. «К нам домой пришла какая-то женщина, вроде из детской поликлиники, и назвала вес ребенка 7750 граммов. У меня тогда нож из рук выпал. Новорожденная Надя была размером примерно с 8-месячного ребенка». С рождением 12-й дочки семья Халиных стала известна не только в Алейске, о ней стали писать даже мировые СМИ. Надю внесли в Книгу рекордов России как самого большого новорожденного. До сих пор крупнее младенцев не было. К Халиным начали приезжать журналисты и местные власти. Дарили подарки: стиральную машинку, фен, компьютер, энциклопедию. Во дворе рядом с домом семьи благотворительный фонд одной из коммерческих организаций установил детскую площадку-горку. Также семья побывала на новогодней елке в Лужниках. Но, как вспоминает старшая дочь Дарья, которой на тот момент было уже 19 лет, ажиотаж быстро стих. Конечно, такой аномальный вес не мог не вызвать у врачей опасений за здоровье младенца. Были подозрения, что у малышки порок сердца. Но в результате обследований диагноз не подтвердился. Никаких отклонений по здоровью, связанных непосредственно с весом, у девочки не было. Была здорова и мама самого крупного в стране грудничка. Также беспокойство вызывало и то, как дальше будет развиваться ребенок. Ведь все младенцы набирают вес. В данном случае это могло стать проблемой. Однако Надя сама по себе стала худеть, хотя на аппетит не жаловалась. Девочка теряет вес. Честно говоря, теперь я и не знаю, хорошо это или плохо. Когда малышка была полной, она и пошевелиться не могла, поэтому пусть лучше пока останется с небольшим весом, рассказывала тогда Татьяна Халина РГ. Уже в год Надя стала обычным ребенком и по массе, и по росту, ничем не выделяясь среди сверстников. Сейчас Наде Халиной 16 лет, она уже взрослая и, кстати, стройная девушка. Говорит, что проблем с весом у нее в жизни не было, на диетах не сидит. В небольшом Алейске ее все знают как девочку-феномен. Но сама она себя особенной никогда не считала и признается, были моменты в жизни, когда она даже стеснялась этого факта. Однако сейчас относится к этому спокойно. Надя считает, что у нее было счастливое детство, младшенькую все считали любимицей, братья и сестры с ней нянчились. Как и многие девочки, она любила наряжаться и играть в куклы. Однако девочке рано пришлось столкнуться с большим горем, когда ей было 12 лет, умерла мама. Здоровье Татьяны Халиной пошатнулось после 50 лет, у нее был сахарный диабет. Ей постепенно становилось хуже, но, как рассказывают дети, в больницу ложиться не хотела. Даже когда вызывали скорую, писала отказную. В возрасте 54 лет она скончалась. Диагноз сепсис. Не могу назвать ее строгой. Иногда она ругалась, но это, скорее, было проявление заботы. Я скучаю по маме, порой так хочется ее обнять. Помню, как я приходила после школы и рассказывала ей обо всем, как прошел день, что нового, делилась мыслями и чувствами. Сейчас иногда не хватает этого, делится Надя. Первое время после смерти матери дети жили с отцом. Потом многие выросли и разъехались.
Сейчас Надя живет с братом и сестрой, их папа отдельно. Недавно Надя окончила школу и поступила в техникум, учится на продавца. Но с будущей профессией еще не определилась. Больше всего она любит рисовать, слушать музыку и мечтает сама научиться играть на гитаре. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.